Что же ты все живешь? Меня мучаешь!» Антон дернул гибкую трубку капельницы. Молоденькая медсестра вошла в палату, и Антон быстро встал со стула, оставив дерзкую затею, словно его застали на месте преступления. «Врач новый где?» — грубо спросил он. «В 5-й палате», — ответила медсестра. «Как она?» — кивнул на свою жену. «Прошлой ночью плохо было, но откачали. Вы не волнуйтесь, у нас прекрасные врачи». Антон нервно сжал кулаки. «Вы сказали, что надежды мало, а моя жена уже 4-й месяц в вашей больнице». Мужчина просто наскочил на врача, выходившего из соседней палаты. «Простите, что?» «Я муж Сотниковой». «А, Полины, мы делаем все возможное. У нее молодой организм, она должна справиться». «Прогнозы? Какие прогнозы?» Нервничал муж. «Я ничего не могу вам обещать. Отключать ее от аппарата и выводить из комы мы пока не планируем». «Вы просто тянете из меня деньги. Вам не важно, что она уже овощ». «Вы не правы. Динамика хорошая. После последней операции врач хотел найти карту пациентки и показать результаты исследований. Он остановился у поста и стал перебирать карты, но Антон просто повернулся и ушел. В офис он уже не поехал, отправился домой. На повороте он вдруг осознал, что проскочил на красный, выругался и добавил газу. 4 месяца назад он был так же зол, тогда на жену, вел автомобиль и тоже проскочил на красный. Сильный удар КамАЗа пришелся как раз в то место, где сидела Полина. Они были женаты чуть больше года. Такая прекрасная пара, такие влюбленные. Казалось, что все прекрасно. Достаток, молодые ни в чем не нуждались. У жены после родителей остался бизнес, который она в свои 28 продолжила вести сама. Муж был старше на 2 года, из простой работящей семьи, но с большими амбициями. Умел убеждать, работал в хорошей торговой компании на должности менеджера. Встретились Полина и Антон на одной из выставок, познакомились, и завязался роман. В начале отношений Антона все устраивало. Он спокойно тратил деньги жены, если было необходимо, сразу взял себе дорогую машину. Но вскоре этого ему стало мало. Антон сначала намекал, потом просил, а через год после свадьбы стал требовать передать управление делами компании ему. «Зачем?» – удивлялась Полина. «У нас есть все. Квартира, загородный дом, машина, деньги. Зачем тебе официальный документ? У нас и так все общее». «Это твое, ты не понимаешь», – начинал нервничать муж. «Это твое, а я словно приставка ко всему этому. Я тоже работаю наравне с тобой, даже больше. Я же мужчина в семье». Кризис первого года семейной жизни набирал обороты. Молодые все чаще ссорились и кидались друг друга упреками. «Не понимаю, любимый, бумага ничего не изменит. Мы как были мужем и женой, так и останемся. К чему это все? Как потом объяснять клиентам? Они привыкли доверять мне, нашей фамилии. Название компании ты тоже хочешь поменять?» Полина начала сердиться. «Ничего я не хочу менять. Хочу, чтобы ты ценила меня и уважала, а ты меня используешь. У тебя доверенность. Ты можешь подписывать все документы. Это ли недоверие?» – кричала Полина, а Антон давил на газ. Антон был виновен в той аварии, хотя признавать этого не хотел. Свидетелей толком не нашли, в КамАЗе не было видеофиксации, и место аварии было неудачно скрыто от камер, расположенных на соседних домах. Видео с регистратора в своей машине Антон предусмотрительно стер, а тогда сказал, что забыл поставить флешку в регистратор. Через неделю Антон вновь приехал в больницу, но и в этот раз состояние жены его не удовлетворило. «Вы разговаривайте с ней, она же слышит вас. Пусть так, неосознанно. Знаете, сколько случаев,
когда пациенты просыпались от того, что их родственники... «Замолчите!» – прервал медсестру Антон. Девушка обиделась и вышла из палаты. Антон крепко сжал руку Полины так, что побелели костяшки ее пальцев. Ее бритая после последней операции голова уже обрастала русыми волосами, которые раньше так нравились ему. Но сейчас Антон хотел одного, чтобы Полина не стала. Тогда все, что принадлежало ей, перешло бы ему по праву. За 4 прошедших месяца он уже свыкся с этой мыслью и не допускал другого исхода. Антон уже жил так, словно Полины больше нет. «Хочешь, я тебе помогу уйти? Это не больно», — улыбался он ей, глядя в лицо. Ее веки слегка дрогнули. «Ты устала от этого, я тоже. Я тебе помогу. Мне рассказали, как». «Вы здесь?» В дверях палаты появился лечащий врач. «Здравствуйте. Мне сообщили, что вы пришли. Я изменил схему лечения, назначил новые препараты и... Делайте, что считаете нужным». Антон не стал слушать врача и просто вышел из палаты. Идея избавиться от больной жены не выходила у него из головы, становилась навязчивой. Антон все чаще придумывал и узнавал новые способы отправить жену на тот свет и начать новую жизнь, без всех этих больниц и прошлого, что перестало его устраивать. Полина открыла глаза и почувствовала, как горячая, обжигающая капля медленно катилась по щеке. Она все слышала. Каждое слово своего мужа, своего Антоши, Тошечки. Она хотела от этого мужчины детей, хотела дожить с ним до глубокой старости. Полина закрыла глаза. Силы вновь покинули ее. Когда пришла медсестра, пациентка вновь открыла глаза и посмотрела на молоденькую девушку. Та машинально делала свою работу, не обращая внимания на лежащую на кровати женщину. Полина смогла пошевелить пальцами, когда девушка подошла близко. «Очнулась!» — воскликнула медсестра и ушла за доктором. Дежуривший доктор осмотрела Полину и мягко улыбнулась, посмотрев в ее голубые глаза. «Молодец, девочка, ты сильная, справишься». Конечно, где ей было знать, что эта совсем худая, слабая женщина собрала в себе остаток сил, чтобы остаться жить. Они какие-то тайные, неведомые, запустили организм. «Надо сообщить вашему мужу радостную новость», — объявила врач и посмотрела на медсестру. «Нет», — тихим слабым голосом выдавила из себя Полина и повторила. «Нет». «Хотите набраться сил?» — понимающе кивнула доктор. «Хорошо, отложим это до завтра. Согласна, лишние эмоции пока ни к чему». «Я боюсь мужа. Нет», — мотала головой из стороны в сторону Полина на следующее утро, когда силы вновь вернулись к ней. По щекам покатились слезы. «Не волнуйтесь, все хорошо. Я позову дежурного доктора». Доктор, тот самый новый врач, что всего несколько недель вел пациенток этого отделения, пришел через полчаса. «Знаю, все знаю. И очень рад, что вы очнулись сами. Теперь все будет хорошо». Полина вновь заплакала. А вот лить слезы не нужно. На это такие силы нужны, что можно забыть, как дышать. Муж приходил и сказал, что лишит меня жизни. Я слышала. «О чем это вы?» Она кивала, собираясь силами. «Не пускайте его ко мне. Прошу. И позвоните Павлу Андреевичу. Пусть приедет». Доктор посмотрел на медсестру, затем вновь на пациентку. «Успокаивающе вкалите». «Я прошу», — начала плакать Полина. Доктор ушел, а молодая медсестра, сделав укол, посмотрела на Полину и сказала: «Я буду приглядывать за вами. Мне ваш муж тоже показался странным. Позвоните Павлу Андреевичу», — тихо попросила пациентка. Полина вновь провалилась в сон, а когда открыла глаза,
почувствовала, что в палате кто-то есть. Перед ней, развалившись на стуле, сидел Антон. Полина закрыла глаза, словно делая вид, что вновь находится в бессознательном состоянии. «Я знаю, что ты пришла в себя», — шипел Антон, наклонившись над своей женой. «Ты решила вернуться, но этого не нужно было делать». «Что вы тут делаете? Ее нельзя волновать!» — закричала молодая медсестра. «Все вопросы к доктору. Выходите, или я вызову охрану. Девочки, позвоните на пост». Медсестра взволнованно выскочила в коридор. Антон встал и спокойно пошел к выходу. «Я вернусь, так что или сама, или я тебе помогу». Антон ткнул в сторону жены пальцем. Полина почувствовала, как учащенно забилось ее сердце, и запищал монитор, к которому она была присоединена датчиками. Медсестра вернулась в палату и показала Антону на дверь. «Ушел я, ушел». «Боже, как я испугалась за вас! Как он зашел!» «Позвоните Павлу Андреевичу». «Да не знаю я, кто это такой. Нет данных в вашей карточке». Полина закрыла глаза. Как же сотовые телефоны нас спасают в экстренных ситуациях и наоборот, заставляют доверять и не запоминать номера нужных нам телефонов. Наберите в поисковике фирму «Сотников и Ко». Павел Андреевич приехал к Полине поздно вечером. Он был очень удивлен тем, что она находилась в больнице. «Антон сказал, что вы на Бали отдыхаетесь, готовитесь к материнству». Полина закусила губу. Медсестра хотела выйти, но Полина попросила ее остаться. «Доверенность на управление аннулируйте и составьте на себя. Муж планировал, чтобы я больше отсюда не вышла. Он не хочет, чтобы я жила, и сделает это при удобном случае». Полина собралась силами и продолжила. «Наймите мне охрану, если на счетах еще есть деньги. Продайте машину, загородный дом или квартиру, если денег нет. Павел Андреевич, я могу обратиться только к вам». Мужчина кивнул. «Я работал с твоим отцом. Ты выросла у меня на глазах. Можешь не беспокоиться, я понял. Я все понял, Полиночка. Поправляйся. Завтра я приготовлю все, что может здесь понадобиться. Да, и телефон». Улыбнулся он. Следующим утром в больнице появился незнакомый персоналу мужчина. Он был одет в больничную униформу и старался вести себя, словно работает здесь уже давно. Приехал Павел Андреевич с доверенностью и другими документами. Я заблокировал все счета и забрал у него машину. Антон останется без копейки. Я постараюсь. Успокаивал Полину мужчина. «Он отдал?» – удивилась она. «Не хотел, конечно, но я его убедил». «Убедил?» – словно подтверждая свои слова, повторил мужчина. «Живой он, не беспокойся, но спесь сняли с него, чтобы понял. Больше ты его не увидишь. Меры все предпринял. Не впервой. Мы с твоим отцом и не таких усмиряли». Павел Андреевич сдержал слово, которое дал. Когда Полину выписали из больницы, она еще долгое время восстанавливалась дома. Правда, сменила квартиру. Не могла находиться в том месте, что ассоциировалось у нее с бывшим мужем. С Антоном она официально развелась. А вот с медсестрой Светланой очень подружилась. И они часто вместе пьют чай и разговаривают. А еще за Светой приезжает брат, который очень восхищенно смотрит на Полину. Но она пока не готова. А потом все может быть. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.